Приветствую, дорогие друзья, и новые, и старые. Вас приветствую всех на моем канале. Сегодня приготовим с вами домашнюю колбасу. Конечно, рецептов много есть в ютубе, которые, может, вам будут интереснее. Ну, мои некоторые друзья, вы спрашивали, чтобы я вам показала, как ее приготовить. Поэтому вот для вас решила заснять это видео, чтобы вы тоже могли насладиться домашней колбасой. Я как раз ждала гостя, и поэтому решила сделать вот такие бутерброды замечательные. У меня было немножко жирной говядины, и еще был стейк индейки. То есть я смешала мясо говядину, потому что обязательно надо либо с курицей, что лучше, она прям вязкая, либо вот можно с индейкой сделать, но одну ее не делаешь. Свинину можно прям одну. Мы ее на мелкие кусочки режем, и потом, когда она оттаяла, у меня, к сожалению, здесь не оттаянная, потому что световой день надо успеть было заснять, то и прям вот так вот рубите, просто рубите, чтобы она вот как для связки. После чего вы засыпаете свои любимые специи, травы, какие хотите. Ну, я вот посолила, поперчила, добавила еще вот паприки немножко. В свинину я обычно еще даже чесночок мелкий добавляю. Все таким вот образом. Дальше берете рукав для запекания, отрезаете лист пополам вот так и выкладываете на него нашу колбаску. Желательно, чтобы она в маринаде постояла хотя бы часа 3. Вот у меня 3 часа простояла, можно дольше. Потом берете в рукав для запекания, выкладываете. Поскольку у меня колбаска была маленькая и хотелось побыстрее, я сразу ее в пищевую пленку. Но если у вас достаточно, вы хотите такую сформировать колбасу большого объема, то, конечно, лучше пленку взять, рукав для запекания. Вот, концы связали, и дальше надо будет намотать пищевой пленки достаточно большое количество, то есть не жалейте. Намотали прям приличное количество, и еще вот таким образом мы связываем нашу колбасу хорошенечко, чтобы она плотненько у нас побыла, и отправляем затем в холодильник примерно на ночь, можно и на сутки. Я решила еще сверху, поскольку у меня не было рукава для запекания, еще немножко пленки сверху тоже покрыть. Когда у нас ночь простояла, в данном случае у меня, берем, заливаем холодной водой и ставим на плиту. Дожидаемся, когда она уже прям достаточно нагреет, и температура должна быть нашей воды где-то 80 градусов. То есть, смотрите, получается, мы ее при такой температуре, ну, чуть больше там, чуть меньше, ну, лучше не меньше, мы ее как бы томим в горячей воде. То есть, видите, пар идет, но таких пузырьков кипящих нету. То есть, вы можете сначала довести до кипения, а потом вот остудить. То есть, получается вот такой минимальный огонь. И, конечно же, она нагревается, периодически снимаешь, минутки на 2-3 постоит, опять на огонь. И таким образом, если колбаса маленькая, то где-то час 15 вы ее томите. Если большая, там 1,5 часа. После чего вот мы сняли ее и прям в холодную воду опустили. Такая шоковая такая терапия. Все. Снимаем пленку, если вам сразу надо, как мне. Нарезаем. Наслаждаемся. Конечно, нарезать желательно подачу прям буквально перед употреблением, иначе она заветрится и будет не очень красиво. Ну а если у вас колбаса большая, то вы пленку не снимаете, отрезали сколько вам надо, с нее сняли, употребили, покушали. Остальная пусть пленки так и остается. Вот еще хочу вам показать второй вариант сразу же. То есть здесь уже берется отварное мясо, тоже любое. Но у меня курица, то есть я немножко обжарила сало. Туда курицу, уже видите, отварную, порубленную на кусочки, можно на локоны ее сделать. Отправляю сюда и высыпаю на нее специи.
То есть, если вы отваривали, она у вас уже соленая, соль не надо. Вот, если не солили, подсолите. Тоже перец, сушеный чеснок я еще добавила сюда. Таким вот образом. И поскольку она, смотрю, суховатая, я добавила немножко воды. Лучше, конечно, курицу, если, например, подтушить и в этот же тушеный жирок отправить ее. Смешали со всеми специями. Далее добавили растопленный желатин на водяной бане. То есть у меня было желатина вот на, получается, тут на 240 грамм курицы уже готовой. 10 грамм ушло желатина. Ну, примерно такое соотношение. Теперь форму выкладываем. Можно в пакет просто придать какую-то форму. Ну вот, я уложила в коробочку. Сверху пищевой пленкой в контакт. И отправляем в холодильник, чтобы она там, как говорится, застыла. Ну, пожалуйста, типа зельц, колбаска, как хотите называйте. Тоже очень вкусно. Тоже берем ее, нарезаем порционно или так на наш кето-хлебушек выкладываем. Тоже очень вкусная получилась колбаса. Приятного вам аппетита! Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, кто еще не подписался. Пишите ваши пожелания, ваши комментарии.